О том, куда сейчас можно вложить деньги, чтобы заработать, смотрите в нашем новом ролике. Расскажем способы вложения денег по порядку, начиная с наименьшей доходности и меньшим риском, заканчивая максимальной доходностью и большим риском. Многие страны оказались в экстраординарной ситуации. Теперь перед тем, как вложить куда-либо деньги, стоит много раз подумать о возможных рисках и последствиях. Поэтому разберем несколько вариантов вложения денег, учитывая нынешнюю ситуацию в экономике. У каждого способа сбережения средств есть свои плюсы и минусы, и универсального, который бы подходил всем, не существует. Вариант первый. Вклад или накопительный счет. Сейчас открытие вклада происходит за пару минут. Сделать это можно даже в приложении банка. Имеется возможность выбрать параметры, которые подойдут именно вам. В последнее время стали популярны накопительные счета, что-то среднее между вкладом и текущим счетом. Процентные ставки напрямую зависят от ставки Центрального банка. Еще недавно все могли открыть вклад с 20% и более высокой доходностью. Но срок таких вкладов, как правило, был ограничен примерно 6 месяцами. Это связано с тем, что в долгосрочной перспективе Центральный банк будет стремиться сохранять низкую ключевую ставку, так как это помогает экономике расти или хотя бы меньше падать. Таким образом, у вас не получится на протяжении долгого времени получать высокую доходность по вкладам. Но если появляется такая возможность, то надо этим пользоваться. Плюсы вложения. Первый. Надежно. Проблемы могут возникнуть только в случае банкротства банка, но, как правило, вклады застрахованы государством. Второй. Вкладчик получает проценты на вложенные средства. Третий. Можно быстро снять деньги без потери дохода. Зависит от типа вклада. Минусы. Первый. Доходность по сравнению с другими способами минимальна. Далеко не всегда покрывает инфляцию. Второй. При досрочном изъятии средств доход не выплачивается. Опять же, все зависит от типа вклада. Третий. Банк может менять ставку в любой момент на свое усмотрение. Это относится к накопительным счетам. Вариант второй. Валюта. До определенного времени один из самых популярных способов сбережения. В целом оправдывал он себя достаточно длительное время. Курс рубля стабильно при каждом кризисе, а он происходил, как правило, раз в 5-6 лет, падал по отношению к доллару и евро. В нынешний кризис рубль покорял очередное дно, но потом случилось то, чего никогда не было. Рубль начал активно укрепляться, и соотношение к доллару стало в районе 55 рублей к 1. Естественно, все не просто так. Центральный банк Российской Федерации ограничил операции нерезидентов, приписав экспортерам продавать валютную выручку и введя ограничения на операции с валютой для граждан. Это не полный список причин, почему сейчас растет курс рубля. Возможно, запишем на эту тему отдельный ролик. В итоге люди, подверженные панике, начали менять их на доллары и евро, и сейчас, когда курс рубля вырос, сидят с убытком в 20-50% и более. Правила ведения торговли и в целом принципы экономики поменялись. Вернемся ли мы к тому, что было раньше, непонятно. В целом, рубль нашел равновесный уровень в районе 60 рублей за доллар. Но сейчас нет возможности спокойно прийти в банк и купить наличные доллары и евро. Валютные вклады закрывают, а текущие счета, открытые в долларах и евро, будут облагаться комиссией. Риторика правительства заключается в том, что эти валюты нам и вовсе не нужны. Но все же, если вы хотите купить валюту и, возможно, зарабатывать на разнице курсов валют, то следует зарегистрироваться на платформе у брокера, где осуществляется торговля валютами, индексами и другими активами биржевого рынка. Ссылку на одного из таких брокеров вы найдете в описании к ролику, ведь возможный заработок из-за сложившейся ситуации может быть сотни процентов и более за короткий промежуток времени. Но из-за ограничений со стороны государства следует также обратить внимание на валюты дружественных стран, например, юань. Сейчас стало возможным купить китайские деньги практически в каждом банке. Плюсы вложения в валюту. Первый.
Исторически мировые валюты всегда росли к рублю. Второй. Есть возможность продолжения тенденции, но для этого нужна смена политики Центрального банка. Минусы. Первый. Как показал кризис, рубль может тоже укрепляться к другим валютам. Второй. Операции с долларами и евро могут быть ограничены. Третий. Введение комиссий для валютных счетов. Кому подойдет этот способ инвестирования? Юань можно рассматривать как долгосрочную инвестицию. С долларом и евро на данный момент все сложнее. Пока есть смысл покупать американскую валюту, например, если вы собираетесь в отпуск в Турцию. Или же вы планируете зарабатывать на разнице курсов, при этом должна быть возможность в непредвиденных случаях быстро снять деньги с брокерского счета. Вариант третий. Недвижимость. Вложения в недвижимость исторически пользуются большим спросом. Это прежде всего связано с тем, что жилая и коммерческая недвижимость – это реальный актив, который можно использовать в качестве инвестиционного актива или по назначению, например, в качестве проживания или ведения бизнеса. Недвижимость может приносить два вида дохода – рентный доход и доход от роста стоимости. Стоимость жилья, как правило, растет из года в год. Падения происходят только в момент кризисов. Арендная плата тоже растет вслед за инфляцией, в случае, если собственник решит получать рентный доход. Цены на недвижимость в последнее время резко выросли на фоне низкой ставки, льготной ипотеки, а также большого спроса. Сейчас же, в момент неопределенностей, наметилась разворотная тенденция. Все больше экспертов говорят, что ожидают снижения цен. С чем это связано? Резкий рост ставки, снижение покупательной способности населения и перегретый рынок жилой недвижимости. Восстановление стоит ожидать при дальнейшем снижении ставки Центрального банка. Поэтому при снижении цен на недвижимость и низкой ключевой ставки появляется отличная возможность выгодно вложиться в недвижимость. Плюсы вложения денег. Первый. Исторически цена на недвижимость, как правило, растет. Второй. Возможность получения пассивного дохода от сдачи в аренду. Третий. Возможность использовать в качестве жилья. Минусы. Первый. Большой порог входа. Второй. Доходность от сдачи в аренду на уровне банковского депозита. Третий. Возможные проблемы с арендаторами. Четвертый. Затраты на ремонт. На самом деле есть очень много споров по поводу преимуществ и недостатков инвестиций в недвижимость. Кто-то говорит, что доходность ниже, чем у акций и облигаций, а времени отнимает намного больше. Кто-то говорит, что наоборот, это прибыльнее и надежнее. Советуем посмотреть ролик про инвестирование в недвижимость. Там мы подробно рассказали про все нюансы этого вложения денег. Вариант четвертый. Российские акции. Акции считаются уже более сложным и рискованным инструментом, но при этом позволяют хорошо заработать. Даже несмотря на недавнее падение российского рынка, за 20 лет он вырос в 7 раз. Среднегодовая доходность составляет 12%. Из-за текущего падения рынка появилась отличная возможность для входа в акции. Даже если сейчас ситуация в стране и мире оставляет желать лучшего, со временем все может прийти в норму. Ведь самые лучшие результаты показывают те, кто вошел в рынок в момент кризиса, как, например, это было в 2008 году. Согласитесь, купить акции Сбербанка за 100 рублей – это отличная, на наш взгляд, возможность инвестирования денег в акции. Так как мы сейчас говорим о методах сбережения и приумножения денег, то стоит рассматривать именно долгосрочное инвестирование от 3 лет и более. К тому же многие компании, если стабильная ситуация в экономике, платят дивиденды, что позволяет получать пассивный доход. Также за счет реинвестирования можно быстро нарастить свой капитал. Подробно про пассивный доход советуем посмотреть в отдельном ролике. Основное ограничение для инвестирования денег в акции – это знания. Открыть брокерский счет и инвестировать можно даже начиная с 50 тысяч рублей. Но если не знать принципов работы фондового рынка, особенностей инструментов и компаний, можно совершить множество ошибок. Кстати, про фондовый рынок мы также подробно рассказывали в нашем ролике. Плюсы вложения денег в акции. Первый.
Акции– это один из самых доходных способов сбережения и приумножения денег. Второй– можно получать пассивный доход в виде дивидендов. Третий– низкий порог входа. Минусы. Первый– рискованный способ инвестирования. Можно как заработать сотни процентов, так и потерять. Второй– необходимы определенные знания. Инвестиции в акции подойдут тем, кто может посвятить этому делу много времени. Помимо теоретических основ, нужно изучать показатели компании и следить за новостями. Но несмотря на это, многие желают получить высокую доходность таким способом. Вариант пятый. Криптовалюта. На самом деле это очень рискованный способ инвестирования денег, но рассмотреть его все же стоит. Криптовалюты очень волатильны, то есть цена меняется очень сильно и быстро в разные стороны. Если вы не профессиональный трейдер, то лучше инвестировать на долгий срок. Все больше компаний и стран принимают криптовалюты в качестве платежного средства. Происходит постепенная интеграция блокчейна во все сферы нашей жизни. При долгосрочном инвестировании стоит обратить внимание на крупнейшие по капитализации валюты – биткоин, эфир, солана и так далее. Про инвестирование в криптовалюты смотрите в отдельном ролике на канале. С помощью криптовалюты можно даже получать пассивный доход. Там свои аналоги депозитам, стейкинг и пулы ликвидности. Ставки обычно больше, чем в банках, но это компенсируется повышенными рисками. Про стейкинг мы тоже рассказывали в нашем прошлом ролике. Плюсы инвестирования. Первый. Возможность значительно увеличить деньги. Второй. Можно использовать для перевода денег и в качестве средства платежа. Третий – возможность получать пассивный доход. Минусы – очень высокие риски. Криптовалюту можно использовать в качестве инструмента для приумножения капитала, но выделять большую часть капитала на нее не стоит. И раз уж решились инвестировать, то стоит это делать на длительный срок. Мы постарались подробно рассказать, куда сейчас можно вложить и заработать деньги. Напоминаем, что вы всегда можете найти больше информации на канале Жажда Про и в описании под каждым видеороликом. Поддержите лайком и комментарием, а также подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые выпуски.